Древние тайны Декисарии и Олбы. Привет и добро пожаловать на канал Леди Мерсин. Мы отправились в это путешествие на машине из Мерсина, и нам невероятно повезло. В то же время там находился Максим, автор канала «Забытые руины». Он знает эти места как никто другой и щедро поделился своими знаниями, сделав наше понимание истории куда глубже. Часть первая. Декисария. Декисария, известная сегодня как Узунджабурч, раскинулась в горах Тавра в агломерации Мерсина, на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Этот древний город, основанный в эллинистическую эпоху, служил священным центром королевства Олбы и стал одним из ключевых религиозных святилищ Киликии. Его история уходит корнями в IV век до нашей эры, когда здесь обосновалась династия Тевкридов, жрецов-царей, считавших себя потомками героя Троянской войны Тевкра, сына Аякса. Они правили территорией между реками Ламос и Калыкаднус, сочетая политическую власть с контролем над храмом Зевса Олбия, бога плодородия и защиты от пиратов. В III веке до нашей эры, после завоеваний Александра Великого, Олба попала под влияние Селевкидской империи. Селевк I Никатор, один из диадохов, в 300 году до нашей эры перестроил древний храм Зевса, превратив его в грандиозный периптиральный храм с 36 колоннами в Коринфском ордере. Каждая колонна достигала 11 метров в высоту, с роскошными капителями из аканта, а фриз и архитрав сохранили следы эллинистической изысканности. Этот храм не просто доминировал над городом, он был сердцем культа Зевса Олбия, где жрецы проводили ежегодные ритуалы плодородия, приносили жертвы из оливкового масла и вина, символизируя связь с морем и горами. Храм стоял на подиуме, окруженный священной рощей, и его фронтон, по легендам Страбона, украшала статуя Зевса с молнией в руке. В V веке нашей эры, с распространением христианства, храм перестроили в трехнефную базилику. Добавили апсиду для алтаря, заложили межколонные проходы, а колонны стали опорами для сводов. Это превращение отразило эволюцию веры, от олимпийских богов к христианским святым, и базилика служила епископским собором до VII века. Рядом с храмом Зевса возвышается эллинистическая башня, давшая современное название Узунджабурчу, Высокая башня. Построенная во второй половине III века до нашей эры, она достигала 23 метров в высоту и состояла из 5 этажей с толщиной стен до 2,5 метров у основания. Башня служила сокровищницей для храмовых богатств, золота, серебро и реликвии, собранные из паломников и торговцев. Одновременно она была наблюдательным постом. С вершины жрецы следили за пиратскими кораблями в Средиземном море и путями через горы. Стены из огромных гранитных блоков, уложенных без раствора, выдержали землетрясения и нашествия, а лестница внутри позволяла подниматься на каждый уровень. На монетах Тевкридов башня изображалась как символ мощи, с рельефами орлов и молний, подчеркивая связь с Зевсом. Вход в Декисарию охраняли северные ворота, триумфальная арка конца IV – начала V века нашей эры, возведенная при императорах Аркадии и Гонории после разрушительного землетрясения 401 года. Арка имела ширину 32 метра и высоту центрального пролета 12 метров, с 5 проходами. Центральные для повозок, боковые для пешеходов. Консоли под архитравом предназначались для статуй императоров и богов, а надпись на камне гласила о восстановлении для вечного мира империи. Эти ворота не только защищали город от исаурийских бунтовщиков, но и символизировали римскую мощь. Их строительство заняло годы, с использованием 1000 тонн камня, добытого в местных карьерах. За воротами простиралась главная колоннадная улица,
250 метров прямой, вымощенный плитами базальта, с двумя рядами колонн коринфского ордера на пьедесталах высотой до 2 метров. Многие колонны сохранили сердцевидные пилоны, уникальную киликийскую особенность II-III веков нашей эры, где камень обрабатывали в форме сердец для эстетики и устойчивости. По бокам улицы располагались таберны, лавки торговцев оливковым маслом, вином и скотом, а также мастерские ювелиров, чьи изделия из серебра с изображениями Зевса экспортировались в Рим. Улица вела к Агоре, площади для собраний, где жрецы и магистраты обсуждали дело, а в праздники устраивали процессии с музыкой и танцами. Среди римских построек выделяется храм Тюхе, богини удачи и судьбы, возведенный в I веке нашей эры. Богатой парой, Опием и его женой Кирией, в честь императорской семьи. Это простильный храм на высоком подиуме с 6 фронтальными колоннами высотой почти 9 метров, 5 из них стоят до сих пор, с капителями, украшенными листьями аканта и валютами. Внутри цела хранила статую Тюхе с рогом изобилия и рулем, символизируя процветание Олбы. Надпись на архитраве посвящала храм городу и императору, а ритуалы включали гадания на внутренностях жертвенных животных. Театр де Кесарии, построенный во II веке нашей эры. При Марке Аврелии, Кавея вырублена в склоне холма, с 20 рядами сидений из камня, разделенных проходами оркестра круглая, предназначенная для хора, а сцена с колоннами и нишами для декораций сохранилась почти полностью. В долине Шейтан-Дереси, или долине Дьявола, раскинулся некрополь, сотни скальных гробниц, саркофагов и мавзолеев II-III веков до нашей эры. Многие гробницы вырублены в скалах, с фасадами в форме храмов. Колонны, фронтоны и рельефы с сценами трапезы в Аиде. Большой мавзолей, двухэтажный, с пирамидальной крышей, принадлежал знатным жрецам тевкридов. Здесь хоронили с монетами в ротах усопших для перевозчика Харона, а надписи на греческом перечисляли добродетели. Верный слуга Зевса. Некрополь тянулся вдоль дороги, напоминая путникам о бренности жизни и вечности культа. Остатки римских бань включали фригидарий с мозаиками рыб и амфор, а жилые дома – перестили с колоннами и водопроводом. Де Кесария процветала на торговле. Вино из местных лоз, оливки и скот спускались в порты Мерсина, принося богатство. В раннехристианскую эпоху, с III века, город стал епископским центром. Епископы Олба участвовали в Никейском соборе 325 года, а храм Зевса превратился в церковь святого Николая. К VII веку арабские нашествия привели к упадку, но руины сохранили эхо эллинистического и римского величия. Де Кесария была сердцем Олбы, но само королевство Олба простиралось дальше, в горах и ущельях, где вода становилась ключом к выживанию. И римляне создали шедевр, чтобы ее покорить. Часть 2. Олба. Королевство Олба возникло в IV веке до нашей эры в Киликийской Трахее, горной Киликии, между реками Ламас, ныне Лимонлу, и Гёксу. Это было небольшое, но независимое государство, буфер между Персидской империей и Эллинским миром, где пираты Средиземного моря находили убежище в скалах Тавра. Столица Олба возвышалась на 1040 метрах над уровнем моря, у входа в глубокий овраг, с акрополем, крепостью из гранитных стен и башен, охранявших проходы от разбойников. В эллинистическую эпоху, около 300 года до нашей эры, Олба вошла в Селевкидскую империю. Селевк I Никатор укрепил ее, перестроив Де Кесарию в священную зону в 4 километрах западнее Олбы. Здесь колоннады улиц тянулись на 250 метров, арки с консолями для статуй богов отражали селевкидский блеск. Королевство оставалось вассалом, но сохраняло автономию. Римская эпоха принесла расцвет.
При императоре Веспасиане, в 6979 годах нашей эры, Олбу переименовали в Дикесарию, город Диокесса. Теперь это часть провинции Исаурия, процветающая на Пакс Романа. Театры, нимфеумы и некрополи строились на волне торговли. Вино из амфор с киликийских лоз, оливковое масло и шерсть скота спускались в порты Мерсина и Тарса. К I веку нашей эры население достигло 1000, с римскими гражданами среди жрецов. Королевство пало под арабским натиском в VII веке. Халиф Умайяды разорили Исаурию, жители ушли в горы, оставив руины. Акрополь Олбы, крепость на холме с башнями и стенами из огромных блоков гранита, служил последней линией обороны. Некрополь в ущелье Шейтан-Дереси насчитывал сотни гробниц. Скальные усыпальницы с рельефами траурных процессий, саркофаги из розового мрамора и мавзолеи с колоннами. Но истинным сердцем Олбы стал акведук, инженерный триумф римлян. В 199 году нашей эры император Септимий Север, родом из Пунийской Ливии, после подавления мятежей в Британии и Парфии, повелел построить его для жителей города Олба, как гласит надпись на гранитных блоках. Город в горах мучился от засухи. Река Лама стекла в 8 километрах к северо-востоку, у села Кызылгечет, но скалы и овраги преграждали путь. Акведук решил задачу, доставляя питьевую воду для 1000 жителей, ферм, храмов и бань. Без него Олба рисковала выродиться в пыльный опорный пункт, а с ним урожаи оливок и винограда выросли на 3050%, обеспечивая экспорт в Рим. Система акведука простиралась на 20 километров. Вода собиралась в источниках у Лимонлу, стекала по туннелям длиной до 500 метров, протыкали скалы вручную кирками и рычагами, и открытым траншеям с уклоном 1-2 тысячи для самотека. Главный элемент – двухъярусный мост через ущелье Шейтан-Дереси. 150 метров длиной, 25 метров высотой, из массивных гранитных блоков по 2 тонны каждый, уложенных без раствора. Нижний ярус – аркада из 10 арок для устойчивости против наводнений. Верхний – канал шириной метр, крытый плитами для защиты от испарения. Строили легионеры Третьего Гальского и местные рабы под надзором прокуратора. 5000 человек таскали камни на деревянных лесах, используя катапульты для подъема. Надписи на арках. Император Септимий Север Август, Отец Отечества, для блага Олбы перечисляли меценатов, включая Теодора, сына Опия. Вокруг акведука возвели 46 наблюдательных башен высотой 1015 метров с лестницами и бойницами. Не только для инспекции потока, но и охраны от воров, кража воды каралась казнью. Вода стекала в цистерны у нимфеума, подземные резервуары на 1000 кубометров, откуда трубами из керамики и свинца распределялась в дома, бани и фонтаны. Финальный участок использовал свинцовые трубы для гигиены, избегая загрязнения. Акведук символизировал римскую цивилизацию. Пакс Романа, где вода текла свободно, как империя, повышая гигиену и урожайность в 40-градусную жару Киликии. Акведук не раз возрождали. В 401 году землетрясение повредило арки, но римляне починили. В 566 году при Юстиниане Великом, византийском императоре-христианине, провели полную реставрацию. Добавили новые арки, укрепили башни, а надпись гласила «Для вечной славы империи и христианского Рима». В это время Олба – оплот христианства. Епископы крестили в акведучной воде, а базилика у храма Зевса стала собором. Но в VII веке арабы разрушили систему. Каналы засыпало, вода ушла в землю. До нас дошли фрагменты. Связанные строения,
нимфеум с львиными головами, подземные резервуары под Акрополем на 10 тысяч кубометров. Это был аквакомплекс, интегрированный в город. Вода омывала алтари, поливала рощи, питала бани с гиппокаустами. Римляне рассчитали поток 1000 литров в секунду, обеспечивая город на годы засухи. Акведук – один из 700 римских, но уникальный в горах, где инженерия побеждала природу. Надписи на греческом с латинскими элементами перечисляют меценатов. В королевстве Олба, где пираты стали жрецами, а скалы – храмами, акведук воплощает стойкость. Он учит. Вода – источник жизни, наследие, вечный поток. Диокесария и Олба – жемчужины Киликии, где эхо прошлого звучит в камне. А чтобы полностью ощутить дыхание древней Киликии и прикоснуться к тому, что не уцелело в руинах Узунджабурча, обязательно нужно завершить путешествие в археологическом музее Мерсина, одном из самых современных и красивых музеев Турции, открытом в новом здании в мае 2017 года. Именно сюда, в Мерсин, свозили на протяжении десятилетий самые ценные и хрупкие находки из Олбы и Диокесарии. Бронзовые и серебряные монеты династии Тевкридов с изображением башни и Зевса Албийского, вативные статуэтки жрецов, терракотовые фигурки тюхи, стеклянные сосуды, ювелирные изделия, масляные лампы с христианскими символами ранневизантийского периода и десятки греческих и латинских надписей, снятых со стен храмов и ворот. Здесь можно увидеть фрагменты архитрава храма Зевса с прекрасно сохранившейся резьбой, те самые, что когда-то венчали колонны, которые вы только что видели стоящими под открытым небом. Рядом мраморные рельефы и алтари, посвященные Зевсу Олбию, и уникальные монеты с портретами жрецов-царей, чеканившиеся именно в Диокесарии в III-I веках до нашей эры. В витринах музея лежат предметы повседневной жизни, найденные в некрополе Шейтан-Дериси. Золотые серьги, бронзовые зеркала, стеклянные бальзамарии для благовоний, костяные иглы и даже детские игрушки-терракоты – все то, что клали в гробницы 2000 лет назад, чтобы усопшие ни в чем не нуждались в загробном мире. Отдельный раздел рассказывает о римском периоде. Здесь выставлены фрагменты мозаик из вилл и бань региона, свинцовые и керамические трубы водопровода, такие же, как использовались в акведуке Олбы, мраморные статуи императоров и местных магистратов, а также знаменитый саркофаг с гирляндами из окрестностей Диокесарии. Музей построен по последнему слову музейного дела. Огромный туннель времени от палеолита до наших дней, интерактивные экраны, диорамы, отличное освещение и подписи на турецком и английском. Есть даже реконструкция халколитического дома из Юмуктепе и потрясающая корзинная гробница женщины, найденная именно так, как ее оставили 7000 лет назад. А во дворе музея под открытым небом целые аллеи римских и византийских саркофагов, алтарей и надгробий, среди которых легко узнать киликийский стиль, тот же, что и в некрополе Олбы. По сути, археологический музей Мерсина – это то место, где руины Узунджабурча снова становятся живыми. Там, в горах, вы видели величие камня. Здесь – душу людей, которые этот камень обрабатывали, молились на нем и оставили нам свои имена навеки. Благодарю Максима с канала «Забытые руины» за то, что поделился своими знаниями. И благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи!